Здравствуйте, товарищи. Сегодня речь пойдет о танковых войсках Советского Союза и не только Советского Союза. Алексей Валерьевич, господин Резон Суворов, пишет, что чуть ли не в 2,5, если не в 3 раза на июнь 1941 года у РКК было превосходство в танках. Врет или нет, а если не врет, то куда они делись? Давайте разбираться. Во-первых, что касается общих цифр. Да, действительно, у Красной Армии имелось превосходство в танках, причем если мы, опять же, оцениваем количество танков, то нам нужно понимать, что есть количество танков в Красной Армии всего, как говорится, от Бреста до Владивостока. Есть количество в западных округах. Действительно, количество танков в западных округах составляло примерно 10 тысяч машин. Опять же, как что считать. И действительно, если брать подсчеты исключительно танков, то разница примерно в 3 раза превосходство над количеством бронеединиц, имевшимся у вермахта, у той группировки, которая собралась у границ Советского Союза. Но если бы сражения Второй мировой войны проходили в формате выбрали гигантское поле, можно его расчистить еще, и на нем сшибиться лоб в лоб танками, то, может быть, эти подсчеты имели практическое значение. Однако реальные сражения и 1941 года, и на самом деле и 1943 и 1945, они происходили, во-первых, совершенно не обязательно танки с танками, а во-вторых, воюют соединения. То есть воюют организационные структуры, которые включают, да, танки, но помимо них включают мотопехоту, моторизованную артиллерию, в саперные части подразделения. И здесь как раз-таки и проходит водораздел, по которому имеет смысл сравнивать танковые войска сторон. Это называется Панцерваффе и советские танковые войска. С этой точки зрения интерес представляют те соединения, которые могли утром 22 июня, или пусть даже не 22 июня, а, допустим, 25 июня, выйти из своих парков и переместиться из точки А в точку Б. В точке Б нанести контрудар. И вот с этим у Красной Армии как раз были большие проблемы, что делает прямое сравнение не вполне корректным. Кроме того, если уж начинать сравнивать, то я предлагаю ввести еще одну графу, которая называется «Скоростные тягачи», способные тягать тяжелые орудия со скоростью хотя бы 30 км в час по шоссе. И если мы сравним по этому параметру, то у Красной Армии в этой графе будет 0. Просто 0 вообще. И мечта, конечно, командира пехоты, тягач СТЗ-5 в войсках, имевший ласковое название «Головастик». Головастик его называли в том числе из-за того, что он имел тенденцию опрокидываться. Он такой был достаточно своеобразная конструкция, она мелькала на парадах, постепенно сошла на нет по мере потерь. Они производились в Сталинграде, соответственно, как Сталинград. На улицах Сталинграда развернулись бои, о производстве вообще уже не было и речи. И эти тягачи, они скорости достаточны для того, чтобы перемещать артиллерийские орудия вслед за движущимися танками, движущимися маршем из точки А в точку Б. Они с этой задачей не справлялись. Еще на совещании командного состава Красной Армии в декабре 1940 года танковые командиры в один голос говорили о том, что скорость он не дает. И на практике, если почитать отчеты командиров соединений уже по итогам боев, там регулярно возникает ситуация, когда артиллерия на этих тягачах головастика отстает, в результате танки вступают в бой без нее, противотанковую оборону подавить своими силами не могут, ну и происходит, в общем, страшное. Танки
расстреливаются противотанковой артиллерии, если идет речь о легких танках, и более тяжелыми орудиями, если речь идет о Т-34 и КВ. Второй момент — это автотранспорт. Хотя Советский Союз был великой грузовиковой державой, вопрос был в том, что на утро 22 июня 1941 года Красная Армия была армией мирного времени. Я, извините, уточню. Мы грузовиковые державы, но это же в основном были полуторки. Нет, великая грузовиковая держава в том смысле, что производились грузовики, причем в количестве сотен тысяч штук. И этого задела нам хватило практически до 1944 года. И даже за 1944 год, невзирая на все потери. И технически в СССР имелось, ну так, если округлить, ресурс. Ресурс имеется в виду в том числе тот, который нельзя было выгребать, потому что народное хозяйство тоже требовало, в конце концов, и военное предприятие. Можно так округленно прикинуть, около 500 тысяч автомашин. В основном, конечно, это полуторки. Если сравнивать с современными машинами, это примерно как «Газель». Это машина достаточно легкая, но, тем не менее, распространенная. Нас здесь интересует в первую очередь вопрос о том, что в механизированных корпусах Красной Армии имелось по штату автомашины, те же полуторки, на которых можно было посадить пехоту и, опять же, перевести из точки А в точку Б. Извините, перебил. Да. Ну так вот, вот эта великая грузовиковая держава, на самом деле это абсолютно без тени сарказма или шутки. Это огромное достижение, которое позволило, несмотря на перепрофилирование автомобильных заводов на производство легких танков, адекватно поддерживать боеспособность танковых войск с определенными оговорками, но тем не менее имелась возможность мобилизовать из народного хозяйства автотранспорт и на этом автотранспорте, в том числе, например, побеждать под Сталинградом. А так в Красной Армии имелось примерно 240 тысяч автомашин, и из 29 механизированных корпусов, которые имелись на 22 июня, лишь их меньшая часть формирования 1940 года имели приемлемое количество автотранспорта, чтобы возить за танками, во-первых, мотопехоту, во-вторых, боеприпасы, что к танковым орудиям, что к артиллерии, которая влекомая теми самыми замечательными головастиками, и горючее. Хотя понятно, что были нюансы, но суть дела была в том, что если мы посчитаем количество боеспособных соединений, то вот это вот превосходство в штуках-танках, оно как-то начинает бледнеть. Потому что значительная часть боевых машин Красной Армии оказывается заключена в соединениях, неспособных самостоятельно передвигаться из точки А в точку Б. Точнее, передвигаться танки могут, но вот передвинуть за ними артиллерию, мотопехоту, саперов, боеприпасы, горючее уже, прямо скажем, нечем. Диспропорция, она случилась ввиду того, что Вторая мировая война показывала новинки, она показывала, что вот эти самостоятельные механизированные соединения, то бишь танковые дивизии, танковые корпуса, для заклепочников скажу, что даже в 1941 году немецкие моторизованные корпуса в документах проходят иной раз как танковые. Могу, что называется, предъявить 41-й танковый корпус, прям документ. Но это такая ремарка. Суть дела заключалась в том, что Вторая мировая война показала эффективность действий крупных механизированных соединений, именно танковых дивизий, и количество этих соединений неуклонно наращивалось в Красной Армии. Первая волна была в 1940 году, когда сформировали 8 их корпусов, и весной 1941 решили сделать следующий шаг и сделать к этим 8 еще 22. Реально сделали 21 мехкорпус, и укомплектование этих мехкорпусов, оно было такой долгосрочной программой. Решение очень спорное. Решение спорное в плане того, что, например, лишились стрелковые корпуса непосредственной поддержки пехоты.
ранее были танковые бригады на танках Т-26, которые должны были поддерживать стрелковые корпуса. И они на эти танки должны были идти в одном строю с пехотой. Вместо этого создается 29 мехкорпусов. Если провести такую аналогию с более поздним периодом, то это примерно как 29 танковых армий. Но это очень такая аналогия примерная, поскольку мехкорпус был слабее танковой армии, в том числе по людям. Хотя число танков по штату 1000 штук, и были в Красной армии мехкорпуса, у которых было и 1000 танков, и 800, и 900. Но это все имелось на 30 тысяч человек. Вот эта вторая волна мехкорпусов, она не была обеспечена автотранспортом, и предполагалось, на самом деле, вообще большинство мероприятий, которые велись в Советском Союзе, срок окончания у них был все же 42-й год. То есть вот предполагалось, что к 42-му году, если несчастье наступит, конечно, но готовность таких вещей, как укрепленные районы на новой границе, бетонно-взлетные полосы, ряд заводов, они все должны были быть готовыми, что называется, во всеоружии встретим врага летом 42-го года. Пришлось встречать летом 41-го. И опять же я скажу, что были и программы, рассчитаны на более долгий срок. Я даже не беру строительство большого флота, это, например, строительство пороховых заводов, которые, так сказать, были расписаны до 45-го года, и в 45-м году 500 тысяч тонн пороха в год, и его хватит на все, что угодно. А вот эти новые формирования, они не получили еще автотранспорта, потому что ситуация такая, у нас все же мирное время, и никто не рассчитывал на то, что сразу будут изыматься автомашины из народного хозяйства. То есть в мае 41-го пока еще рановато говорить о мобилизации. Формирования начались с марта 41-го года. Соответственно, получают штаты, получают личный состав, но автомашин пока еще нет. И причем это все заранее не планировалось. То есть в 1940 году еще никто не знал, что нам понадобится еще 20 мехкорпусов. И, естественно, когда все же решили формировать эти 20 корпусов, на них прямо сейчас не было готово нужное количество автомашин, да и тракторов. Чье это решение было, извините? Решение это сейчас, я раньше, кстати, писал, поскольку Жуков уже стал начальником Генштаба, то вроде как оно могло быть приписано ему. Но проект был до него. То есть это было еще при Мерецкове как минимум. И вообще говоря, вот к чему я сказал насчет танковых армий, наиболее эрудированные наверняка сразу вспомнят, что в Красной армии в 1944 году было 6 танковых армий, и все. Было 6, а не 29 танковых армий. И было такое видовое разнообразие в организации танковых войск. А в 1941 году это все равно, что взять и все танки объединить в 29 танковых армий. Причем большинство из этих танковых армий будет так или иначе инвалидами. И даже те, кто должны были получить технику до конца 1941 года, они тоже не доводились еще до полной комплектности. Это была попытка действительно вывести армию на новый уровень, но, конечно, решение оно очень спорное было. С таким количеством корпусов, которые не обеспечивались как единица, способная наносить контрудары. Поэтому прямое лобовое сравнение с немцами, оно тут бессмысленно, просто потому, что, во-первых, действительно не все могли выполнять маневры, аналогичные немцам, потому что немцы могли, на самом деле, если, опять же, возвращаться к вопросу о головастиках и о тягачах Краус-Мафей, от которых, на самом деле, наши артиллеристы, что называется, были в бешеном восторге и говорили: дайте нам Краус-Мафей. Им сказали: извините, граждане, Краус-Мафей у нас нет, будем писать на простой.
вот это наличие тяжелых тягачей позволяло немцам тягать за своими механизированными соединениями даже самую тяжелую артиллерию. То есть если абстрактному мехкорпусу было тянуть за собой, например, артиллерию калибра 203 мм просто физически невозможно, да что говорить, даже 152 гаубицы пушки, которые тягались у нас сельскохозяйственными тягачами, они ни за каким мехкорпусом, за ним они не успеют на своих сельскохозяйственных тягачах, которые идут со скоростью пешехода. Они тяговитые, они хорошие, но они движутся со скоростью пешехода. Я где-то читал, что наша немецкая пехота мобильнее наших танковых групп была. Опять же, не вся. Надо понимать, что вот это механизированное соединение, они были элитой и той, и другой страны. И только каждая 10-я дивизия была подвижной. Основная масса немецкой пехоты и советской пехоты, она передвигалась на своих двоих. Более того, у немцев еще был такой принцип, что они, вот эти тяжелые тягачи, способные даже орудия там, калибром 240 мм тягать на большой скорости за танковой группой, это все артиллерия резерва главного командования. В пехотных дивизиях артиллерию тягали лошади. Это немцам очень здорово аукнется осенью 1941 года под Москвой. Но по состоянию на июнь 1941 года пехота обеих сторон передвигается пешком. Артиллерия в дивизиях Красной Армии частично лошадки, частично тракторы-головастики. Немецкая 100% лошади. Но, опять же, за исключением артиллерии противотанковой, которая тоже имела механизированную тягу. Поэтому советские танковые войска, они находились, я бы сказал, в состоянии глубокой реорганизации, в результате которых имелись, например, моторизованные дивизии, которые формируются с весны, с марта 1941 года как моторизованные. Соответственно, они должны получить по штату через некоторое время от промышленности грузовики ЗИС-5 или полуторки. Но пока у них нет ни того, ни другого, но одновременно у них нет даже лошадей. Поэтому они мало того, что передвигаются только пешком, они еще не могут физически ничего за собой тащить, что называется, тяжелее того, что можно унести на себе солдат. Понятно, что у них там по несколько десятков или там даже сотни автомашин может быть, но это копейки даже по меркам стрелковых дивизий. И в итоге это оказывались такие статичные дивизии, которые могли, вот где место дислокации, там они обороняются. Ну или там чуть-чуть пройти вправо-влево, и то с большим трудом. Поэтому инструментов соразмерных немцев у нас было не в 3 раза больше. У нас в лучшем случае соотношение было, оно даже было не 1 к 1, это было примерно где-то 0,9 к 1 в пользу немцев. У них было больше количество подвижных соединений, кроме того, они превосходили качественно именно в скорости движения скоростных артиллерийских тягачей, и поэтому они могли передвигаться одной сплошной массой. Вот этой сплошной массой выходить в нужные точки. И бить слабое место, условно говоря. Да, бить слабое место. И опять же я приведу вполне конкретный пример, как это работало. Город Дубна. Если посмотреть на карту, вокруг Дубна речка течет, и вокруг сплошные болота. Городу Дубна с 2 сторон двигаются. С одной стороны двигается советская стрелковая дивизия на своих двоих из глубины. Двигается пара артполков на сельскохозяйственных тягачах. В самом городе Дубна стоят орудия 203 мм, к ним тягачей нет вообще. То есть вообще тягачей 0. Орудия просто стоят. Формирующийся полк. С другой стороны, по шоссе несется 11-я немецкая танковая дивизия, и она упреждает стрелковую дивизию 228-ю буквально на несколько часов. Они входят в Дубно и в результате садятся на вот эту позицию хорошую, когда есть город, дорога, а вокруг сплошные болота. Они ее занимают первыми. Естественно, артполк с 203 мм, он весь становится их трофеем целиком. Это масса фотографий, там все, кто проезжал через Дубно, эти ряды брошенных тяжелых орудий фоткали. А стрелковая дивизия подходит к городу и вынуждены его штурмовать в совершенно невыгодных условиях. Потом немцы... Все погибли.
Ну, я бы так сказал, не все погибли, но потери стрелковой дивизии в попытках контратаковать город и отбить, они были тяжелыми. Потом немцы, что называется, подтянули основные силы, пошли дальше, просто смели остатки от дивизии. По дороге они влетают на полном ходу в эти движущиеся за сельскохозяйственными тракторами пушки, гаубицы пушки МЛ-20, и тоже их разметывают по шоссе. Они просто исчезают под гусеницами танков. Как это работало? Соответственно, с другой стороны, к городу Дубна движется советская 34-я танковая дивизия, у которой она до формирования весны 41-го. Тягачей не хватает, автомашин не хватает. Есть, да, танки Т-35 для парадов, ну, какое-то количество боевых машин новых типов. Но пока она гонится за противником с юга Львовского выступа, она несколько запаздывает к вот этому броску через Дубно, пытается наносить контрудар. Но, опять же, контрудар менее эффективен. Просто до места нанесения контрудара удалось дотащить только 3 орудия там, из зертполка. Остальные там либо эти тягачи сломались, либо где-то там отстали. Ну и эффективность контрудара ниже, чем ожидается. При этом немецкие танки — это не единственный враг советских мехкорпусов. И на вопрос, опять же, куда делись советские танки. Общая, так сказать, сумма прописи 25 тысяч. Есть большие массы немецкой пехоты. Есть 100 дивизий немцев у границ, которые атакуют 40 дивизий советской стороны границ. Результат этого столкновения немного предсказуем, и чтобы не случилось совсем катастрофы, советское командование вынуждено ценные механизированные соединения использовать для того, чтобы отбиваться от немецкой пехоты. Наиболее показательные 2 случая. Это, во-первых, район Гродно. Точнее, там в основном события происходили вокруг деревеньки такой Кузница. Это 6-й мехкорпус, 352 Т-34 КВ, как раз общая сумма, так сказать, количество танков 1000 машин. Разведка, даже не разведка, просто те, кто находится на границе, они слышат с той стороны границы рев двигателей. Ну, думают, все, там танки. Докладывают об этом наверх, и Павлов в первый же день направляет под Гродно свой единственный, на самом деле, козырь. Потому что у него все остальные мехкорпуса были как раз убогими. У него был один мехкорпус нормальный, 6-й, а остальные были нового формирования разной степени убогости. И направляет куда? Под Гродно. Там явно крупная группировка. Он смотрит на карту, видит, да, если из Гродно ударить там, на юго-восток, то можно, да, ударить. Решение правильное, исходя из имеющейся информации? Из имеющейся информации, да, правильное, но по факту неправильное, потому что там была только немецкая пехота. Что за тягачи, что за двигатели? Это были двигатели тягачей, которые тягали круповские пушки 240 мм, дальнобойные, которые, вот все знают про Брестскую крепость, что там устраивалась побудка путем обстрела, ну, практически в упор. Но у немцев были орудия, которые могли стрелять гораздо дальше, и они вот такую же побудку устроили в городе Гродно, который находился довольно далеко от границы, но, тем не менее, до него достреливали. И самая крупная группировка немецкая артиллерийская была как раз под Гродно. Если бы такая же группировка была под Брестской крепостью, то, если позволю сказать печальный факт, что если бы группировка из-под Гродно оказалась под Брестской крепостью, подвига Брестской крепости просто не было. Потому что у нее были орудия 305 мм, которые были способны пробивать стены. Потому что главная проблема немцев под Брестской крепостью, у них были орудия, которые стены не пробивали. Если были чешские 305, они бы стены цитадели просто пробили, и количество боеспособных бойцов гарнизона упало бы катастрофически. И любые форты они бы просто разнесли. Так у них было чудо-оружие, 600-миллиметровые Карлы, у которых там снаряды в стволах застревали, такой как бы вундерваффе. А такие рабочие лошадки чешского производства, шкодовского, они были как раз под Гродно. И под Гродно направляют свой тут резерв, и, по сути, единственный резерв Павлова бьется в немецкую пехоту.
которая от него отбивается, опять же, зенитками, тяжелыми орудиями. А тем временем две танковые группы одна обходит Гродно с севера, идет через Молодечно с заходом в направлении Вильнюса и выходит к Минску с севера. Гудериан с юга, его никто не сдерживает. Он несется, опять же, по магистрали Варшава-Минск-Москва. Сдерживаем только достаточно там разрозненными стрелковыми частями, там, убогим 14-м мехкорпусом. Это сплошные Т-26. Это первый день войны. Это обычно, да, еще даже в советский период рассказывали про первое столкновение, прям 22 июня. Т-26 против новых немецких танков, уже там с более толстой броней. И игра фактически в одни ворота. Причем отдельная история — это техника. 45 мм пушка. Если взять бумажные характеристики, то по бумажным характеристикам она должна пробивать 50-мм лоб немецких танков поздних серий. По факту она этот 50-мм лоб пробивает только с 50 метров. То есть только в упор. Потому что произошел такой качественный скачок, то есть 40 миллиметров еще пробивались нормально, а вот 50 уже был таким как бы вот переход количества в качество, и 45-ка 50 миллиметров не брала, кроме как с 50 метров, а 50 метров — это самоубийство, в общем. Поэтому столкновение советских танков старых типов с немецкими, оно чаще всего было избиением, и это избиение было, собственно, вот и под Брестом. И следующее было такое поле смерти. Поле смерти — это получило название, когда много фотографий появилось из, собственно, наснятого немцами, в том числе, как говорится, простыми солдатами. Сейчас масса этих фотографий на аукционах. Ну и, естественно, рота пропаганды это все снимали. Это поле все заставлено танками Т-26. Это Александровка или Войница по дороге к Луцку. От Владимира-Волынского к Луцку. То есть происходит столкновение 3-го моторизованного корпуса танкового немцев, советского 22-го мехкорпуса, точнее, одной дивизии этого мехкорпуса, и она, дивизия, ложится костьми. Я, извините, сразу уточню. А вообще вот эти Т-26 или БТ еще, да, были такие? Да. Они вообще, от них какой-то толк был? От них был толк не нулевой, но вообще в большинстве столкновений это было как кидание каких-то стеклянных стаканов в бетонную стену, к сожалению. Потому что без неподдержанной, например, артиллерией, то есть были эпизоды, когда поддержка все же была. Если атакуют даже крупной массой БТ, то они были легкой целью для немецких противотанковых орудий, которых было в пехотной дивизии больше 70 штук. А что потом с этими танками было? Их немцы отвозили, переплавляли на металлолом, делали свои танки? Ну, на металлолом там многие, на самом деле, оставались, особенно в труднодоступных местах, где стояли, там и стоят, и потом их отправляли уже, что называется, переплавку на Урал. Есть даже известная фотография. Т-34-85 летом 1944 года, уже во время Багратиона, едет мимо оставленного Т-26. Это был не единственный такой прецедент. Опять же, такой источник для историков в последнее время — это фотоматериалы. Немало машин простояло практически до конца войны, там до 1944-го, уже после войны их собирали и переплавляли. А так, массированные атаки — это, опять же, во-первых, под Брестом из состава дивизии, который командовал будущий командующий одной из танковых армий Богданов. Она пытается контратаковать переправившиеся через Буг немецкие танки из одного из корпусов группы Гудериана, и ее расстреливают, собственно, обладая техническим превосходством. Еще одна такая атака была под городком такой Радехов или Радзехов, на разных картах по-разному. Тоже массированное использование танков БТ, тоже в значительной части выбивается именно ввиду того, что как только
Легкие танки пытаются атаковать даже массированно немецкую оборону, ощетинившуюся пушками на 37 миллиметров. Они стабильно выбиваются. Да, они наносят потери. Это не игра прям в одни ворота. Совсем уж, особенно когда атакуется пехота. Бывали, опять же, эпизоды. Вот в Прибалтике дивизия будущего командующего фронтом Черняховского, когда действительно были результативные контрудары, когда заставляли немцев, по крайней мере, там, перейти к обороне, наносили какие-то потери в людях. Когда все же едет на оборону танк с пушкой, с пулеметами, он сколько-то врагов с собой может забрать. И здесь тоже конкретный эпизод. Львовский выступ. Узел дорог, Немиров. Его атаковали в несколько волн разные танки, и в том числе, например, и танки легкие, и Т-34, и Т-28, и какое-то количество фрагов они набили, то есть раздавили батарею там, тяжелых пехотных орудий на улицах города, какое-то количество пехоты расстреляли, но в целом эффективность, конечно, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Еще один эпизод, это, например, Лепель, контрудар под Лепелем, когда тоже свежие мехкорпуса, причем из первого формирования, то есть формирования 40-го года, еще с большим количеством автомашин. Их используют для контрудара под Сенно-Лепелем, это район Витебска, ну, так скажем, это к западу от Орши. Ближайший такой крупный населенный пункт — это Витебск, который всем известен. Но так, это городки такие Сенна и Лепель в Белоруссии. Их тоже встречает довольно плотная оборона, и несмотря на то, что эти мехкорпуса изначально в основном на старых машинах, их усилили новыми танками, какое-то количество они получили КВ, какое-то количество 3-4, но в целом, конечно, вот эти атаки легких машин, они приводили к угнетающим результатам, особенно ввиду того, что там артиллерия отстала. Кстати, в одном из этих корпусов воевал Сталин, 7-й мехкорпус. Он в 14-й танковой дивизии... Мы имеем в виду Якова Джугашвили. Да, Сталин-младший. Да, Яков Джугашвили, и он как раз с этим и столкнулся еще, так сказать, с выбиванием артиллерии с воздуха. Когда именно там, где он носился, этот контрудар, действовал немецкий 8-й авиакорпус, который был заточен на взаимодействие с сухопутными войсками, с наземными войсками, и его эффективность была повыше, чем на остальных направлениях. На остальных направлениях где-нибудь под Дубном, там взаимодействие с авиацией у немцев было очень так себе, а вот конкретно под Лепелем еще авиация выносила свою лепту. И в итоге получается ситуация, когда раз за разом обстановка требует нанесения контрударов. Для этих контрударов надо совершить марш из точки А в точку Б. Из точки А в точку Б доходят, как правило, только танки. Потом уже подтягивается пехота, артиллерия. Эти танки атакуют, что называется, в одиночку, без поддержки пехоты. И это заканчивалось чаще всего неудачей, пусть даже с снятием какой-то стружки с немцев. То есть правильно ли я понимаю, что мы можем сказать, что большинство из этих 25 тысяч танков, точнее, из тех, которые были на поле боя, там, наверное, половина вышла, по большому счету остались на поле боя. То есть не то, что их побросали советские люди, которые не хотели Советский Союз защищать, а они их честно пытались использовать в рамках данного ресурса, данных возможностей, но получилось так, что они остались на поле боя, и все. Да, причем относительно того, кто вышел, не вышел из парков. Есть категории бронетехники, соответственно, 4 категории. Первая категория — это новая, не бывшая в эксплуатации, вполне годная к использованию. Вторая категория — это бывшая, находящаяся в эксплуатации, тоже вполне исправная и годная к использованию, но при этом может подлежать какому-то текущему ремонту, там, ну, что называется, замок на люке починить, например. Там, и третья категория — требующая ремонта в окружных мастерских, средних ремонт. Четвертая — требующая ремонта в центральных мастерских. Так вот, чтобы не говорили, но
большая часть танков и Красной Армии в целом, и западных округов, она все же относилась к первой и второй категориям. Из парков, из, что называется, мест постоянной дислокации, подавляющее большинство боевых машин выходили, шли в бой. Другой вопрос, что дальше, когда они шли в бой, они, во-первых, могли двигаться достаточно приличное расстояние, такие пиковые варианты, это до 500 километров маршем, часто форсированным, без там технических осмотров, и какое-то количество оставалось, конечно, на обочинах неисправными. Это нормально, на самом деле, это ни о чем не говорит с точки зрения морального состояния экипажей. Если, опять же, сравнивать, то, например, в 1945 году, когда две советские танковые армии, гвардейские танковые, одна из них Богданова, вторая Катукова, которая воевала тоже в июне 1941 года на Украине в аналогичных условиях, то есть с легкими машинами против достаточно сильного противника, уже с более современными танками. Они тоже по дороге там, к Познани, по дороге к Одеру оставили массу машин на обочинах, при том, что надежность советских танков в 1945 году была выше значительно, чем в 1941 году. Потому что в 1941 году понятно, что значительная часть машин сделана там еще в 30-е, когда советская промышленность росла, постоянно как бы качество улучшалось, но оно еще оставляло желать лучшего. Поэтому, да, брошенные на дорогах были, но это здесь фактически запускалась система с такой вот положительной обратной связью, что, так сказать, танки остаются на дорогах, не все доезжают до места боя, бой неудачным оказывается, общее поражение, и вынуждены отступать, и машины, которые можно было бы отремонтировать, они остаются на обочинах дорог, и потом с ними фотографируются оккупанты. Но при этом все же, действительно, если смотреть статистику, то не меньше половины машин было потеряно впрямую в бою. Часть машин была, например, подбита, эвакуирована с поля боя, но затем его вынуждены были оставить из-за невозможности эвакуировать ввиду общего отхода. Это, кстати, тоже реалии оперативной обстановки. Точно так же в 1943 году, в июле 1943 года, у немцев была масса «Пантер», потерянных на минных полях на Курской дуге. Они их чинили. И потом, отвозили в Москву их наши. Да, потом, показывали, да? Да, потом следует операция «Румянцев». И все эти «Пантеры» их собирают в металлолом, потому что их не успели починить, довести до боеспособного состояния, хотя, так сказать, восстановить ходовую часть, чтобы они могли уехать. Потом Германия, богатая страна, они пытались увозить эти «Пантеры» на гигантских колесных тягачах. Это отдельная была эпопея. Ну, в общем, ничего из этого не вышло. Масса техники осталась трофеем Красной Армии. И элитные, что называется, и «Пантер» с «Тиграми», и более, кстати, ходовых, да, там Т-3, Т-4 тоже неисправные машины, их просто взяли, собрали на спамах. Это говорит что-то там, о экипажах, там, морального состояния? Да ничего не говорит. Это говорит просто о том, что оперативная обстановка была именно такой, какой она была. И в 1941 году вот это упреждение Красной Армии в развертывании, когда у границы эти 40 дивизий опрокидываются, фронт откатывается на восток, и возможностей эвакуировать машин мало. Но при этом надо подчеркнуть, что изо всех сил пытались, что можно, эвакуировать. И, например, все могут увидеть такую машину в Музее Вооруженных Сил, вот пойти в Музей Вооруженных Сил, там стоит танк КВ-2. Он воевал. И эту махину весом там 50 тонн его эвакуировали, отремонтировали, и в итоге он пережил лет 41 года. Поэтому это воевавшая машина воевала на северо-западе. И немало число танков сумели вывести, отправить на заводы, починить, и потом они участвовали в боях, собственно, под Москвой, под Ростовом. И вот этот процесс потерять 25 тысяч танков, он проходил как бы в несколько этапов. То есть, действительно, могли быть машины подбиты, вывезены, починены, отправлены в бой, потеряны. И таким заповедником, например, старых машин был Ленинград. Потому
потому что там обстановка после замыкания блокады, такой фронт стабильный. И там до 44 года, до 44-го дожили танки БТ. Именно потому, что там не было вот этого резкого смещения фронта, можно было машину вытащить и отремонтировать. То же самое, например, было в Севастополе, когда Т-26, которые там были, 2 батальона, они тоже как бы использовались в локальных контратаках, подбили, его вытащили, починили, снова отправили в бой. А вот когда смещается линия фронта, это очень страшно именно с точки зрения потерь боевых машин, при том, что танк — это не автомашина «Жигули». И, как говорится, для того, чтобы ее починить, нужна была квалификация. А у советских танкистов, на минуточку, у них не было даже наставлений на эту технику. То есть новая техника, она прибывала, опять же, поступала. Про КВ и про 34. Да, КВ — это 34. Ну, на самом деле, если, опять же, подходить к делу формально, то входит еще Т-40. У нас вот танки новых типов — это Т-40. Т-40 — это плавающий танк, разведывательный, его ценность там невелика, там машина с пулеметом 12,7, так, легкая машина для разведки скорее. А КВ Т-34, на них не было в том числе наставлений, машины были достаточно сырые, даже там опытные водители, которые пересаживались там, с легких танков, испытывали определенные сложности, но при этом были прецеденты, когда в том же 8-м мехкорпусе неизвестный герой, я считаю, что это просто героический поступок, провел танк КВ-2 почти 500 километров от южного, так сказать, фаса Львовского выступа до города Дубна, петляя по дорогам Львовского выступа. Там дороги аховые, они до сих пор там аховые. Я туда ездил в 2012, по-моему, году. Там дороги до сих пор аховые. Тем не менее, сумел довести машину весом в 50 тонн с гаком до Дубна и быть подбитым зениткой под Дубно. Это реально подвиг. Потому что машина достаточно сырая, достаточно тяжелая в управлении. И, конечно, водители, еще не обладавшие нужным опытом, они жгли фрикционы. Притом в 1945 году тоже жаловались на главный фрикцион, сцепление, если так упрощенно говорить, танк Т-34, что идет корабление. Ведь проблема не была изжита до конца войны, но тем не менее, чем меньше опыта водителей, тем больше жжется, но при этом, да, вынуждены были использовать те же новые машины без поддержки пехоты, без достаточной поддержки артиллерии, то есть, грубо говоря, голыми танками контратаковать. Эффективность этих голых контратак, она, конечно, была ниже. Потому что танк Т-34, он хорошо бронирован, да, но в упор он все же немецкими пушками, противотанками 37, он подбивается. Ну что, а тогда вопрос еще такой есть. Запущена в свое время была информация, что огромный вред танковой промышленности Советского Союза нанес некто маршал Тухачевский, требуя все больше и больше выпуск танков, причем которые выпускали старых образцов. И тем самым отвлекался ресурс от создания образцов новых. Правильно ли я понимаю, что в той ситуации, если бы было бы больше танков новых образцов, мы их точно так же бы потеряли? Ну, если было больше, опять же, танков класса там Т-34 или КВ, они были, конечно, куда более тяжелой целью для немцев. При этом, конечно, надо сказать, что у немцев были средства подбивать и Т-34 и КВ. Просто это делалось с большими усилиями. Тухачевский, да, он требовал наращивания выпуска танков, но вот это наращивание выпуска, оно все же позволило советскую танковую промышленность подтянуть по уровню, который позволял ей выпускать массово тяжелые машины, тяжелые по меркам тех лет, то есть Т-34 26 тонн, но тем не менее он больше и тяжелее, чем самый тяжелый немецкий Т-4. Это танки КВ, которые весом 47 тонн. Это все же
30-е годы это были в том числе школы для промышленности, которые Учились, да, выпускали люди учились. тяжелые машины, достаточно сложные, и они, по крайней мере, могли передвигаться, наступать, и от них был эффект. Можно четко сказать, что танковые войска, они страну заслонили. Они потеряли много техники, но техника — это железо. А потерять страну — это стоило гораздо дороже. Стоило бы гораздо дороже. Отвечайте на вопрос. Да, давайте. Штуги с ПЗ-4 с увеличенной броней пробивались в лоб на средний и дальний? Значит, ситуация следующая. С 45-кой они пробивались только с 50 метров. То есть 50 миллиметров лба пробивались только с 50 метров. Но дело обстояло даже хуже, чем можно себе представить. Потому что бронебойный снаряд образца 41 года, так называемый длинный бронебойный 7,6, такой с грибообразной головой, он при выстреле из пушки короткой 30-калиберной пробивал броню 50 миллиметров только примерно где-то с 300 метров. Поэтому не все Т-34, то есть Т-34 и КВ-С-11 могли пробить четверку только где-то с 300 метров. Более новые машины с более, так сказать, длинными орудиями, тем же снарядом, они, да, уже уверенно пробивали на всех дальностях. Но огромной проблемой 1941 года был завален еще до войны выпуск бронебойных снарядов. Он был выполнен реально где-то процентов на 18. И бронебойных снарядов остро не хватало. Их не сказать, что вообще не было, конечно, но с бронебойными снарядами были огромные проблемы, и их остро не хватало. И это была целая эпопея по налаживанию производства бронебоев, причем бронебоев 7,6 для танков и артиллерии дивизионного класса, и 85 для зениток. То есть одним из главных противотанковых средств, как мы, опять же, знаем по фильму про курсантов, ну и вообще, так сказать, из литературы, это 85. И вот производство бронебоев для этих артсистем, это была огромная головная боль всего 1941 года. Т-26 последних выпусков с увеличенной броней как-нибудь проявили себя иначе? Ну, во-первых, действительно экранированных было мало. Были с броней, которая была под наклоном, то есть с конусообразной башней, с, так сказать, подбашенной коробкой с наклонными бронелистами. С точки зрения выстрела из стандартной немецкой противотанковой пушки 37 мм ПАК, разницы никакой не было. ПЗ-2 пробивал Т-26? Как вообще показали свои ПЗ-1 и ПЗ-2? Во-первых, двойки, они обладали орудием пусть и 20 мм, но лучшей, чем, например, баллистика пушки танка Т-60, моего, так сказать, самого нелюбимого танка Красной Армии. Баллистика была лучше, были бронебойные снаряды, и это, на самом деле, выстрел, точнее, от зениток 20-миллиметровых, и они уверенно пробивали танки старых типов. Точно так же, как и зенитные автоматы, в том числе установленные на полугусеничные тягачи, водруженные на полугусеничные тягачи, они уверенно поражали, в том числе стреляя в автоматическом режиме, советские танки старых типов. Поэтому большой проблемой 1941 года именно было то, что использовалась техника в условиях колоссального количества противотанковых средств у немцев. Панцер-1, конечно, был машина устаревшая глубоко, и скорее эффект был, когда атакуют пехоту. То есть пехота, которая, что называется, у них противотанковые пушки выбиты артподготовкой, вот ее атакуя, да, Панцер-1 может что-то сделать, сыграть. Кроме того, у немцев вот, бенефисом 1941 года было достаточно массовое использование штурмовых орудий, такие приземистые немецкие самоходки без вращающейся башни, орудие короткое, 24 калибра, как вы называли, штуммель, окурок. Но, тем не менее, броня 50 мм, то есть 45-ка не берется, 7,6 берется не всякой, не со всех дальностей. И это было действительно очень неприятными машинами, которые поддерживали немецкую пехоту. Немецкая пехота поддерживалась
этими батальона штурмовых орудий. Резун писал о танковом сражении начала войны, сопоставимом по битве под Прохоровкой. Это вранье или действительно было подобное? Ну, я бы так сказал, что вообще не надо использовать Владимира Богдановича как источник информации. Как бы такие базовые вещи, они писались, например, Анфилов, наш историк по начальному периоду. Было танковое сражение под Дубно. И действительно, по количеству танков там было больше, чем на Прохоровском плацдарме. Подчеркну, Прохоровский плацдарм, то есть это в целом пространство там, от излучины Псела до там, урочищ Сторожевое. В общем, именно там набирается 1200 танков. То есть достаточно большое пространство. Вот на достаточно большом пространстве под Дубно, Луцком, Бродами шли танковые бои. Причем это не только танковые. То есть, там активно принимала участие пехота, и да, оно было большое, оно было в итоге проиграно Красной Армией, но проиграно в том числе за счет того, что у немцев было количественное превосходство в людях. В людях, вот это, опять же, соотношение 100 дивизий атакует 40, результат предсказуем. Что, например, происходит? Городок Радзехов. Это как раз в этой всей системе дубнинских боев. У меня есть книжка, кстати, по дубнинским боям. Она есть, можете почитать, там много, так сказать, разных подробностей. Так вот, город Радзехов. В нем входит небольшой отряд советский, танки БТ, Т-34. Его рано утром атакуют немцы 23 июня. Выбивают этот отряд, опять же, пользуясь превосходством количественным, в том числе в пехоте, в артиллерии. Потом отбивают, сидя в Радехове, подошедшие отряды еще из других соединений. Затем что происходит? Они сдают позиции пехоте, сдают позиции зениткам 8-8 и уезжают дальше в сторону Дубна. Это то, с чего мы начали наш рассказ. Вот это та самая 11-я дивизия, которая долетела до Дубна и оказалась первой. Кто встал на эту позицию выгодную. И дальше пехота отбивается от советских танков. И опять же, танки советские в массе своей, вот эти 25 тысяч танков, вот если попытаться там вывести количество машин, которые погибли в боях с немецкими танковыми соединениями, будет все же меньшинство. Основной враг советского танка — это немецкая пехота, именно, то есть передвигающаяся пешком пехотные дивизии, которые подперты либо там штурмовыми орудиями, либо зенитками. В конце концов, у немцев были в том числе в полках дивизии первой волны пушки 50 мм противотанковые, которые при определенных условиях, там 400 метров, пробивали подкалиберным снарядом даже КВ. И опять же, у немцев было оружие, способное поразить танки КВ. Это подкалиберные снаряды. И КВ — это 3-4. Это снаряды без взрывчатого вещества, но у них был твердосплавный сердечник из карбида вольфрама. Откуда они брали вольфрам? Это очень интересный вопрос. Через Италию, через Испанию, Португалию, какой-то с контрабанды получали вольфрам, имели на самом деле десятки тысяч этих снарядов. И на каждый советский новый танк было достаточно подкалиберных снарядов, чтобы его подбить. Там были свои тоже милые вещи, что после выстрела подкалиберным снарядом надо было гильзу выбивать спереди этим самым банником. Но это уже второй вопрос. Один выстрел у немецких противотанкистов он был. Кроме того, советские танки были достаточно слабы в отношении приборов наблюдения в 1941 году. Это тоже бы облегчало жизнь. Да. Известный вот мой отец как раз занимался в Новосибирске, в эвакуированном заводе. Лично Устинов приезжал и привез техническое задание. Да, то есть там, когда появились вот эти сплошные призмы... лично Устинов привозил. Да, вот эти все... вооружения. Да, зеркало, они, конечно... Причем поставила задачу 3 месяца начать выпуск. Да, то есть и то же самое, вот говорю, с бронебойными снарядами, когда пытались на Урале сделать пул производства бронебойных боеприпасов, но на самом деле вот тут я... уважаю уральцев, они очень много сделали, но вот по бронебоям СССР вытянула Москва. То есть, опять же, почему нельзя было терять Москву? Потому что Москва была очень сильна в технологическом, в том числе, отношении, и она могла гнать бронебои в большом количестве.
чем секрет популярности в кавычках? У нас в стране Резуна, Солонина. Думаю, что на Западе подобные альтернативщики не имеют такой популярности, руки не опускаются. Но действительно, того же Владимира Богдановича Резуна, его благополучно громят на Западе тот же Гланц, полковник Гланц, который, собственно, пишет по Советско-Германскому фронту. А я так скажу, что это, конечно, политически ангажированные, то есть люди с определенной политической позицией, я бы так обтекаемо сказал, ну, скажем так, чтобы точность все же формулировка, так сказать, либеральная, западническая, то есть здесь все плохо, здесь там ужасно-ужасно, пора валить и прочее со всеми остановками. Это хорошо ложится на мировоззрение. То есть это люди пишут, так сказать, гонят контент, который хорошо ложится на определенную целевую аудиторию. И эта целевая аудитория это все, так сказать, за обе щеки уплетает. Точно так же, как есть аудитория, которая уплетает конспирологию про заговор генералов, там еще что-то. То есть вот есть просто определенные как бы такие вот люди, которые, может быть, им не нужна правда, им нужно вот то, что ложится на их мировоззрение. И вот определенно, опять же, Резун, он лег на недостаток информации. Информации было недостаточно в советской литературе, и даже самая развесистая клюква, которую он писал, и сейчас это вообще читается как, что называется, юмористические произведения, как бы посмеяться, все равно на недостаток информации это ложилось. То есть мало кто знал, что там были проблемы там, с теми же бронебойными, там какие-то сырость машин. То есть очень многие вещи, они, к сожалению, в советское время, они обходились стороной, и ВПК нельзя было обижать, они все были хорошие, они все делали прям чудо-оружие. И вот эти вот рассказы, они сработали в минус. Потому что если знать правду, оно как бы вот эти все рассказы Владимира Богдановича, они просто реально смешны. Точно так же, как и рассказы там, Солонина про сталинских соколов, которые побросали самолет. Если самолета нет воздуха высокого давления, он не взлетит, его придется бросить. Он не машина «Жигули», где может там рукастый парень залезть, там что-нибудь поколдовать под капотом. Машина поедет, а самолет он не поедет, так же, как при тех усилиях, которых поедет «Жигули». Поэтому танковые войска — это действительно элита и требует больших усилий вложений. Алексей Валерьевич, к сожалению, час пролетел, я даже не заметил так, как быстро в этот раз. И еще про некоторые события 1941 года обсудим. А пока я вас благодарю всех наших зрителей и слушателей, и рассчитываю, что мы еще много чего интересного поговорим в этой теме. Всем спасибо, до свидания, будьте бдительны, товарищи. Всего доброго.